путешествие в Гокарно. Вот так вот едешь на своем прекрасном автобусе. Одна северо-индийская Италия. Продают подношения. Кокосы вкуснее. Строен в 1560 каком-то году. Это школа детская. Русские художники, кстати говоря. Колесница, ее в религиозные праздники. Самые оригинальные коровки в мире. Звон колоколов, и значит, в Карне много храм змеев, наги. Сняли байк на 28 дней. Идеальное место, чтобы совершать паломничество по святым местам. Сейчас, может быть, купим какие-то подношения. Так готовят. Красивая территория у этого храма. Сегодня нас ждет прекрасное путешествие в Гокарно. На ночном автобусе, на вечернем, с кроватками автобус. Там что-то у них готовится на заднем дворе. Тут же люди живут. Девушка рыбку перебирает. Это хозяйка вообще. Маленький индийский магазин. Нагоа. Автобусную станцию Мапса, это город, который в Гоа. Вообще не резервировали билеты, но удалось, мы как бы доверяем Богу, удалось получить свои места. Автобус отправляется через полчаса, время как раз, чтобы покушать прямо сейчас. Тут прямо на станции, как местные жители. Как видите, все вполне прилично. Никакой там супер грязищи. Обычная автобусная станция небольшого городка. Дорога из Арамболя заняла, наверное, минут 40. Вот так выглядит слипер-бас. Односпальный. 5-6. Вот наше автобусное место нашего. Так люди тут могут расположиться. Поехали. Шторку потом закрываешь. И едешь себе спокойненько. Закрытом в своем месте. Проезжаем детский парк. Вот так вот едешь на своем прекрасном автобусе. Классно вообще. 1400 рублей стоит билет. 4 часа идет. Вот так выглядит наш автобусик Seabird. Остановочка была за 45 минут до Гокарны. Осталось нам ехать всего 40 минут, но хорошо, что у нас сейчас будет возможность здесь поужинать. Сейчас будем смотреть, что там есть за еда. Сначала в туалет. Остановка 30 минут. Когда садились на автобус в Мапсе, было жарко, и там такой смог был на этом автовокзале. Потом сели, а в автобусе кондиционер просто на всю работает, на наших местах. Классно, очень прохладненько, и зарядка есть. Посмотрите, какой чистейший просто туалет. Тут же продают вот такие сувениры рядом с кафе. Даже русские матрешечки есть. Одна южно-индийская Италия, одна северо-индийская Италия. Такой у нас скромненький ужин придорожный. Лежат под баньяном, отдыхают. Красивые, да? Говорю. Здравствуйте, друзья! Вам привет из Гокарны. Видите, уже совсем по-другому все отличается от Гоа. Сегодня суббота, поэтому множество индийских паломников, кто приехал просто на выходные,
Все здесь. Мы пока еще не выбрали себе место, где будем жить. Пока что идем только снять, арендовать байк. Такое здесь все аутентичное. Цены намного ниже, чем на Гоа. Кокосы вкуснее почему-то намного. Люди в таких ритуальных белых одеждах, видите? О, этот магазин со специями уже тут много-много лет. Угу. Мальчик кушает кокосик. Продают подношения, которые в храме можно подать. Многие полицейские. Видите, что это? Это как колесница. Ее в религиозные праздники возят на этих колесах. Она огромная, видите, какая большая. Очень важная вещь для этого места, для Гокарны. Видите, какая коровка с горбиком? Это вообще, которые самые оригинальные коровки в мире, да? Они вот такие были с горбами. А те уже, которые сейчас люди едят, ГМО, так скажем, у которых уже генетику поменяли, они стали без горбов. Зашли в первый попавшийся магазин спросить, сколько у них стоит арендовать байк. Они сказали 800 рупий, что просто смешно, потому что это должно стоить где-то 200-300 рупий, если не дешевле. Подошли к иностранцам. Они такие, мы типа на месяц арендовали там-то за 200. Сейчас идем туда. Возьмем себе байк. И потом вот с правой стороны, справа по этой дороге, будет место, где мы будем сейчас кушать. Получилось арендовать классный байк всего лишь за 200 рупий в день. Потому что на долгий срок. Это раньше было даже еще дешевле, чем эта цена. По поводу в целом Гокарны. Вот еще сильнее загрязнилось сейчас тут все вообще вокруг. Прям много мусора, особенно на таких маленьких улочках, где люди живут. Как бы в центре не особо. Но сейчас еще потому, что у людей выходные, был индийский Новый год, сейчас очень много людей, и тоже не совсем понятно. Сейчас люди, когда подрассосутся после выходных, будет, я думаю, точнее видно. Но мусора действительно много скопилось, и непонятно, кто когда-нибудь будет его вообще вычищать. Сняли байк на 28 дней. Я думаю, этого времени нам будет достаточно, чтобы и на пляже отдохнуть, и съездить на другие пляжи, и во все храмы, и на все просады, и в своей практике поделать максимально в такой спокойной атмосфере. А потом нас ждет еще более удивительное приключение, но уже поедем подальше от морской стороны. Очень будет вам тоже интересно рассказать, как там все сложилось божественным образом. Но пока что наслаждаемся один месяц спокойствием Гокарны. Намасте! Это школа детская. Смотрите, там еще у них знак богини Сарасвати, которая поддержка в учебе и на входе в школу. Так вот детишки занимаются. Все, детишки умылись там, помыли свои тарелочки, все пошли на уроки. Тут же у них коровки тоже. Молодцы, сами моют свои тарелочки.
Это ананасы шикарные. Тут такие у нас котлетки из сыра пейниля. Пейнир ama vejetaryen. Здесь дал макани, очень вкусный суп. Это кажется, что мясо, но на самом деле это грибы и ананасовый йогурт, такой сладенький. Тут прям много индусов. Цены как на Гоа. Тут кондиционер, все такое, короче, новое. Пока что возвращаемся в то место, где мы сегодня ночевали. Там они нам предложили другой домичек. Наверное, мы сегодня в нем останемся. И завтра уже пойдем выбирать то, что нам на долгое время, на долгий срок подойдет больше. Пока идем. Видите, тут такие поля и огороды. Сейчас огороды, вернее, начнутся. Дэви уснула. Он уже на руках. Видите, какие поля. Все засажено. Да, вкусняшки там растут. Классно. Столько пальм красивых. Пойдем на ресепшн. Попросим, чтобы открыли нам наш новый домик. Погода хорошая. Попрохладнее даже, кажется, чем в Гуа. Ветерок приятный. Мы пока шли пешком через всю Гагакарну. Без байка. Там мы, конечно, нагрелись. Очень было жарко. Поменяем себе стулья возле дома на такие, которые более лежачие. Можно будет на них лечь. Пока что такой у нас домичек миленький, каменный. Да, даже лучше, чем в Таиланде. Мы были в том году. И вот наш первый вечер. Приехали в темпл. Слышали звон колоколов и, значит, подошли к этому темплу, к храму на службу. Сейчас, может быть, купим какие-то подношения. Намасте. Там южноиндийский темпл в штате Карнатака. Çalınması lazım. Sen girdiğin için çalman lazım bir kere. Evet. Брамин после пуджи дал Деви бананчик. Там не разрешили там снимать, конечно, ну и правильно, там священные у них мурти, это как бы изображение божеств. Потом на руки мне налили чуть-чуть святой водички, дали ее выпить. Приятная, хорошая древняя энергия у храмов. Еда везде, тут в основном южноиндийская. Сейчас покажу, как выглядит место, где мы сейчас будем кушать. Так готовят. Оказалось, этот темпл, в который мы сейчас заходили, он вообще построен в 1560 там каком-то году, то есть ему уже 600 лет, наверное. Вот. После еды даже нечего снять. Мы голодные начинаем есть, и я не успеваю снять, и я забываю просто. Ну, вот такой чай у нас. YouTube канал Веримона. Здравствуйте, друзья! Гакарна – это идеальное место, чтобы совершать паломничество по святым местам. То есть и храмы, в которых люди могут заказать себе служение пуджу, и тогда Господь благословляет их ребенком потом. Сейчас мы пришли в Бхадра Мандир. Это такой храм на высоте. Все эти рисунки божеств выполнили русские художники, кстати говоря. Смотрите, какая красивая территория у этого храма с видом на океан.
Нужно обязательно оставлять обувь. Внутри храмов снимать не разрешают. Там внутри стоят мурти, изображения формы божеств. Это два змея. Здесь вообще в Гакарне много храм змеев, наги, эту расу называют в индуизме. У нее есть и, конечно, и положительные качества. Это все изложено в Махабхарате. И также два поднимающихся нага, две змеи, символизируют пробуждение кундалини.